Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео «Как выбрать CRM-систему». Зачастую, приступая к выбору CRM, многие руководители пребывают в серьезном затруднении, задавая себе вопрос, как выбрать CRM-систему так, чтобы не совершить ошибку. В чем заключается проблема? Трудность заключается в том, что богатство выбора существующих на рынке разработчиков CRM-систем переваливает за 200, не говоря о написанных на коленке студенческих разработках. Какие существуют способы выбора CRM-системы? Первый способ – это рекомендации знакомых. В чем заключается проблема этого подхода? Проблема заключается в том, что если у вашего знакомого бизнес в другой сфере, не факт, что вам подойдет та же самая CRM-система. Второй способ – это посещение тематических мероприятий по CRM-системам. Данный путь тоже попахивает сумрачинкой. Почему? Дело в том, что подобного рода мероприятия обеспечиваются за счет спонсоров, которыми являются CRM-разработчики. Вследствие чего вам предоставят не право выбора CRM-системы под вашу конкретную задачу, а внимать риторике приглашенных ораторов. Естественно, каждый разработчик будет делать акценты на своих сильных качествах и умалчивать о слабых. Также следует учитывать такой момент, что спонсоры проинвестировали в Coffee Break уж точно не из гуманистических соображений. Третий способ – это самостоятельный отбор подходящего поставщика. План действий в этом случае выглядит следующим образом. Вводите в поисковой системе ключевой запрос CRM-системы и видите три типа объявлений. Первый тип объявлений – это тематические сайты CRM-системах. Второй тип – это контекстная реклама поставщиков CRM. И третий – это сайты разработчиков. Контекстную рекламу оставляем сразу без комментариев, так как стоимость вашего привлечения уже заложена в данную CRM-систему. Что делать с тематическими сайтами? Их можно почитать, чтобы повысить свою информативность в плане внедрения CRM. В итоге остаются сайты поставщиков, которые можно разделить на разработчиков CRM-системы и их партнеров-внедренцев. Также важно для себя решить такой принципиальный момент. С кем работать? С разработчиком напрямую или с его партнером? В данном случае не всегда выбор работы с разработчиком напрямую является целесообразным, потому что не всегда разработчик может находиться в вашем городе, а его партнер может. Если разработчик находится далеко, и вы остановились на дилере, принципиально важной задачей будет выяснить уровень этого дилера, его опыт внедрения данного продукта. Обычно на сайте разработчика в разделе «Партнеры» указан перечень официальных дилеров. Если вашего дилера там нет, то, скорее всего, это мошенник. Также важно прояснить вопрос получения демо-доступа к CRM-системе. В чем тут заключается проблема? Риск заключается в следующем. Часто на сайте расписано, насколько данный продукт уникален и безупречен, но нет никакой возможности скачать тестовую версию, чтобы оценить все прелести интерфейса и функционала. В чем тут кроется подвох? Либо данный продукт слишком сложный, либо крайне глючный. И таким образом разработчик пытается прелести своего творения скрыть. Если поставщик CRM-системы намеревается выслать коммерческое предложение за мануху, данный поставщик подлежит вычеркиванию, причем сразу. Почему? А как можно приобретать продукт, который ты никогда не видел, не знаешь, как он функционирует и вообще из чего он состоит? Цель заключается не в том, чтобы приобрести кота в мешке и поверить нечистоплотному поставщику на слово. Это называется слепая вера. Во-вторых, данное приобретение предполагает внедрение технологии, от которой будет зависеть развитие бизнеса. Поэтому странная идея принимать решения о покупке, опираясь на рекламный материал. Также один из подводных камней при выборе CRM-системы – это совершать отбор, опираясь на имидж известных компаний, разработчиков-монстров. Часто на практике получается, что многопрофильные компании выпускают модное направление на рынке IT-индустрии, такое как CRM-система, чтобы расширить свой ассортимент, чтобы максимально попасть в потребности рынка, совершить максимальный охват. Опираясь на логику здравого смысла, будет целесообразно сконцентрировать свое внимание на тех поставщиках, ключевой деятельностью которых является разработка исключительно CRM, причем на протяжении нескольких лет. Также не стоит удешевляться на услугах внедрения CRM-системы, так как практика показала, что стоимость внедрения часто соразмерна со стоимостью самой CRM-системы. Дело в том, что те поставщики, которые заманивают дешевой стоимостью лицензии, то есть без необходимости внедрения, фактически не хотят решать проблему клиента, заниматься автоматизацией бизнес-процесса, а хотят решить свою проблему. Какую? Разбогатеть за счет наивного клиента. Касаемо вопроса цены, чтобы не остаться без штанов, заплатив разработчику сумасшедшие деньги, или как скупой, не переплатив дважды, есть простая технология, отработанная годами. Выбираем золотую середину, а именно отсекаем самых дорогих и самых дешевых. Но на практике получается, что даже такой оптимальный вариант при соотношении цены и качества при внедрении CRM-системы, например, на 10 пользователей,
может составить до 200-300 тысяч рублей. По этой причине не все предприниматели горят желанием ее в свою компанию внедрять. Зачастую ограничивающим фактором в этом вопросе являются дополнительные страхи высокой стоимости за услуги внедрения, обучения и дорогостоящем консалтинге. В решении этой проблематики стоит особняком альтернатива традиционным CRM-системам. Это облачное решение. Что представляет из себя размещение в облаке? Это говорит о том, что вся серверная часть и работа по хранению, защите и обеспечению функционирования берет на себя компания-разработчик. То есть вся полнота ответственности лежит на плечах разработчика. В этом случае компании нет необходимости инвестировать значительные средства в развитие своей инфраструктуры, как со стороны железа, так и нанимать в штат IT-специалистов и программистов. Фактически, арендуя облачное решение, можно за достаточно небольшие деньги получить мощнейший инструмент развития бизнеса. И с другой стороны, полный джентльменский набор гарантий со стороны разработчика за безотказную работу и надежность систем. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Также хочу обратить ваше внимание на простую, но не менее важную мысль, что мудрость без доброты, а знание без уравновешенности бесполезны. Поэтому желаю всем накопления жизненной мудрости, увеличения профессиональных знаний, сохранять свою уравновешенность и продолжать делать добрые дела. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Пока!